Так как у меня потолок будет сам по себе висеть, островной потолок, или не знаю, как он называется, инзельдеке, у меня края моего нижнего потолка не будут соприкасаться со стенками. Ну и поэтому на тот случай, если, сами понимаете, дерево, оно дышит, там двигается и все прочее, там при спаде температуры, могли бы потрескаться углы. Но так как у нас, как я уже сказал, наш потолок не соприкасается с никакими стенками, поэтому у нас углов никаких нету, ну и само собой, поэтому здесь у нас с деревом, ну с конструкцией деревянной, никаких проблем вообще не будет. По всему потолку я хочу раскидать вот такие LED светильнички, вот такие. Я выбирал в магазине самые яркие светильники, которые там были. И у нас будет по всему потолку их раскидано 15 светильничков. Думаю, будет достаточно светло. Ну и само собой, так как я ни хрена сам не знаю, как что делается, особенно в электрике и все прочее. Ну, буду сейчас смотреть в ютубе, где как чего делается, что где как присоединяется. В принципе, так же самое, как с потолком. И шаг за шагом буду делать все сам потихоньку. Автор не мастер, попытка не пытка. Погнали! Ну и таким образом можно будет, если за столом сидеть, там свет включать, ну а если просто на диване валяться, можно будет здесь включать или выключать свет. Как вы видите, я в кухне разбомбил все, потолок сорвал, дерево сейчас выношу. С плитками пришлось помудохаться нормально. Плитки выбивал 2 дня вообще здесь, в зале, в гостиной и в кухне. Я просто посрываю все эти заклепки, которые нашу вагонку держали. Зашпаклюю и шлифану. И будет у нас нормальный белый потолок. Вот именно здесь в кухне. Он будет немного выше, чем здесь в зале. Ну и внутри по всему периметру будет LED подсветка. Ну и у нас такое будет освещение красиво. Можно будет просто свет включать отдельно. Или можно будет включать LED-шки. А они там будут желтые, красные, синие, зеленые, по разным цветам, как нам понравится. ЛНД-шнур вклеиваем в алюминиевый профиль, чтобы он не нагревался по всему периметру. На одну половину комнаты, там где будет столовая, мы раскидали 7 лампочек. Они будут отдельно включаться одним включателем, и другая половина будет другим. Сейчас проверим. 35-й. Внизу, да? Да. Давай. Что-то не так светло, как я думал. Двери же закрыты. Он переобиделся. Во, уже светлее. Забрал. Ну что тут сказать, дорогие друзья. Первый раз я делал подвесной потолок такой. С подсветкой этой гребаной. Короче, LED-шки, все светильнички работают, готовы. Ну я это уже показывал до этого. Ну и наконец-то готова подсветка. Ну, само собой, потолок еще не доделанный. Просто вам, так сказать, подсветку хотел показать. Ну, теперь дело техники. Просто нужно будет все зашпаклевать, шлифовать, красить. Ну, примерно, я думаю, так уже понятно, как это будет все потом выглядеть в конечном итоге. Думаю, нормалек уже. Вот такие вот у нас продвижения по работе. Когда делаю потолок, начну плитки клеить. Все, конечно, делаю сам. Где-то с помощью чьей-то, где-то без.
Я думаю, в следующем видео, как-нибудь через недельку, через полторы-две, там, покажу вам уже, как будет дело продвигаться с плитками. Опять же, все буду клеить, делать сам. Я вообще не плиточник. Автор не мастер, попытка не пытка. Много было косяков, много раз переделывали, снимали, где-то что-то не светилось, не работало, назад монтировали. Ну, вот так вот, как говорится, на ошибках учишься. Вам всем, как всегда, спасибо за внимание. Увидимся через недельку, через две. Там уже немножко будет продвигов побольше. Всем спасибо и пока.